Всем привет! Сегодня мы посмотрим очень серьезную тему. Это обрыв энергетических связей с любыми людьми, в принципе. Но, конечно, приоритетно у нас с мужчинами. Женщины, для вас особенно важно. Карты уже летят. Сегодня мы будем обрывать эти связи по всем чакрам, на всех тонких планах. И, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Это будет ваша благодарность мастеру. Я сделаю практику, а затем еще сеанс на изобилие, на красоту, на вашу, на наполненность вот этим женским очарованием, притягательностью и энергетикой. Обязательно сделаем. Так, девочки, давайте посмотрим, что происходит с вами, когда вы питаете мужчину, бывшего мужчину, даже того, о ком вы просто думаете, вы с ним не встречаетесь, например, но думаете о нем, да? Что происходит? Во-первых, вы находитесь в раздвоенном состоянии сознания, то есть с виду вроде бы цвету, вроде бы все хорошо, но внутри горе. Горе, состояние убитого такого человека, потому что выпил он у вас хорошо, этот мужчина. Понятное дело, что женщина питает мужчину только когда она его любит. Когда вот она влюбляется в него, все, она начинает его просто напитывать своей любовью, своим эликсиром. А женская энергия, она сотворяющая энергия. То есть она может исцелить весь мир. Вы представляете, да, вот эту всю энергию она направляет не на себя, не на свою реализацию, не на свой духовный рост и вообще рост в материи, как она хочет развиваться, как женщина, да. Нет, она все сливает ему. И смотрите, что происходит. Она как будто деревенеет. То есть вот она вроде маску носит. У меня все прекрасно, но внутри-то состояние вот этого печали есть. Уныние, неудовлетворенность жизнью. Потому что вы сами не реализуете свой потенциал, свой творческий потенциал. Там, в карьере не даете столько энергии своим детям, сколько можно было давать, да? Наше пространство чистится. Я зажгла свечи. Свеча черная чистит от негатива вас, прежде всего вашу энергетику, и добавляет здоровье. То есть тут по всем аспектам. От негатива, но плюсом здоровье ваше чистит. Потому что прежде всего, когда идет такое залипание в мужчину, вообще в другого человека, я бы так сказала, тут неважно, идет откачка вашей жизненной силы, энергии. Поэтому сегодня мы еще очень важную тему поднимем, это будем чистить вашу горловую чакру, когда вы не можете сказать. Итак, вот здесь все понятно. В принципе, ваше состояние мне понятно. Смотрите, я сталкивалась в своей практике с такими случаями, вопиющие случаи. И при этом женщины думают, что это норма, что она, например, 26 лет она ждет мужчину. Внимание, 26 лет. Она замужем находится за другим человеком, но она ждет и любит того человека, который разбил ей сердце, который ушел от нее, и более того, который не проявляется никак в ее сторону, абсолютно. Человек питает себя иллюзией, что этот человек к ней вернется с помощью тарологов, с помощью ритуалов и так далее. Девочки, самое главное, что мы делаем, мы с вами убираем все иллюзии относительно этого человека, относительно этой связи. Мы сейчас все это уберем. Давайте дышать.
Вдыхаем через нос. Успокаивайте свою нервную систему. Сейчас мы это все почистим. Так, давайте так. Что происходит с вами? Что происходит с вами, когда вы питаете его энергией своей? Знаете, как идет? Углубление, еще большая тюрьма, еще больший плен. Ощущение того, такое, что вас засасывает еще глубже в этот плен, в эту связь. Она из вас тянет все жилы, все соки. Так, сила. Это кто? Ну вас сильно тянет к нему, притяжение это бешеное, но тяжеленько это тащить, потому что вам нужно вообще-то. Ага. Здесь еще такой слой информации идет, что мужчина-то, возможно, и не свободен. У вас как будто, знаете, закрыты глаза. Ну, помимо завязанных рук, помимо того, что вы не можете идти в материи вообще никак, не достигать своих целей, не творчески распаковывать свой талант, вы закрываетесь, и вы тащите эту ношу. Вам очень тяжело нести это. Это длится очень долго. Вам по судьбе вообще-то семья счастливая. Ну, вам отплывать надо от этого дела. Разрушать это нужно. Вот эту башню, нужно башню поставить на эти отношения. Смотрите, неважно, в каком вы статусе, в статусе жены он ушел к любовнице, либо вы в статусе любовницы, а он в семье, все равно вы, женщины, кто меня слушает сейчас, вы находитесь в иллюзиях, плаваете в этих иллюзиях, думаете, что ваши мечты сбудутся, мечтаете о семье, о том, что мы будем вместе работать над отношениями, все у нас прекрасно будет. Нет, ребят. Нет, девочки, нет. Вас разочарование будет ждать полнейшее. Скудость ресурса, его все уменьшение и уменьшение вашего энергетического ресурса. Вечное стояние на выборе. Потому что мужчина всегда выбирает между двумя женщинами. Императрица у него есть, допустим, постоянная женщина, да? И вот королева мечей. Вы в королеве мечей, потому что, ну, уже злая тетка, у которой высасывает весь ресурс. Вы же не хотите быть вот этой вот королевой мечей. Ну, смотрите, тетка со сросшимися бровями и с таким взглядом, знаете, убью просто. Нет, вы хотите быть ценной женщиной, вы хотите сама быть в ресурсе, сама обеспечивать себя, своих детей. Так, чего такое? Ну, он вас обманывает. Этот мужчина, на кого-то вы смотрите. Смотрите, вы должны почистить прежде всего связь, оборвать с тем мужчиной, который наиболее вас триггернул, наиболее вас там сделал вам больно. Это может быть постоянные ваши отношения. Вы были в семье, вот, вы были в семье, допустим, вот мне показано, но вы отплыли от этого и башню еще поставили. Потому что там, смотрите, мужчина действует по жезлам, во-первых, как воин, этот рыцарь жезлов, приехал, уехал с жезлом, понимаете, вот он вас очаровал и уехал. И все это по хитростям, по обману, по манипуляциям. Ну, ложь просто сплошная. А потом у вас между вами четверка мечей. Это когда полная стагнация, ничего не происходит или болезненное состояние. Так. У вас, девочки, боль, разочарование и даже болезнь физического тела. Смерть этому должна прийти.
Прекратите откачивать свою энергию туда, весь свой ресурс отправлять. Вот мы сегодня сделаем с вами отсечение, обрыв энергетической связи с этим человеком. Мы не делаем ему, не желаем ему чего-то там плохого, да. Нет, вы просто чистите себя. Вы хотите взлететь, вы хотите выбраться из этого плена, в котором вы болеете и страдаете. Вы в плену и болеете и страдаете. Вы не добиваетесь ничего в этой жизни. Вы свой ресурс отдаете ему. Свой ресурс, девочки, это здоровье, это молодость ваша, красота, ваша сексуальная энергия. Вы бы могли, например, если бы у вас было все прекрасно, да, рожать детей, воспитывать их, наполнять своего мужчину, и он бы рос бы в материи еще больше, больше, больше. Ну, для вас, для чего мы это вообще делаем? Обрыв этих энергетических связей, отпустить прошлые отношения. Для чего? Для того, чтобы в вашем сердце расцвела любовь, чтобы вы наполнились этим эликсиром любви. И что? И помчались в свою новую, прекрасную, счастливую жизнь. Это карта движения, колесница. Чтобы вы наполнялись этим духом любви внутри вас, когда сердце расцветает. Понимаете, когда женщину очень сильно ранят отношения с мужчиной, с каким-либо, да, у нее закрывается сердце. Она может быть в материи, чего-то там и добивается, но это не свобода. Это не ощущение свободы. Даже если вы счастливы в семье, допустим, такое бывает, да, но вы все равно возвращаетесь в то прошлое, где вы любили этого человека, этого мужчину, да, где вы были юными, где у вас все только начиналось, где только взгляд вот этот, и вы постоянно и постоянно возвращаетесь туда. А как бы было бы, если бы вам нужно взять новую жизнь, новый шанс и начать новую жизнь в любви. Девочки, это настоящая любовь, это парность, это никогда треугольники бесконечные. Смотрите, треугольники — это не обязательно другая женщина в паре. Вообще пара, да, и есть какой-то другой человек, это вот парадокс. Нет, это третьи лица, это расстояние, это, возможно, нежелание брать ответственность, у мужчины, допустим, да. То есть ему так удобно, удобненько. Приехал, взял свое и уехал восвоясь, а еще и семье привез ваш ресурс. А вы потом в страхах болтаетесь годами, причем в мутной воде. Завершение этого этапа идет у вас прямо сейчас. Это завершится, и это завершится вашим решением резким оборвать это. Оборвать эту зависшую ситуацию, когда из вас тянули соки годами. Вы сама превратитесь в мистика, человека, который познает истину, который идет по лестнице вверх. То есть в духовное пойдете, в развитие. Так, отшельник чего? Ну вы отдалитесь и будете свою мечту исполнять. Станете для него звездой, так. Любовь. Ценность себя нужно обнаружить, наконец. Начнете какой-то новый проект, возможно, новое начало у вас, новое движение. Знаете, когда новое дело начали, хобби развивать свое, пошли в спортзал, занялись, наконец, собой. Вот она, тройка пентаклей. Чего? Так. Это кто резкий такой? Сейчас. Девочки, вам нужно охранять свои границы от любого посягательства вот таких вот резких товарищей. Резкий товарищ, он, понятно, он одуплится, он начнет приезжать к вам опять с несерьезными предложениями. Опять это будет по... Ну да. А потом вы в апатии сидите. Он приехал, вам понаобещал кучу всего, опять жезл свой предложил, страсть, жезл.
Вам должны давать ресурс, давать праздник, давать легкость. Вы должны отплыть от этого. Девочки, фундаментально, вы победите, если вы разрушите эту связь. У вас прям отплывание в свою новую жизнь идет. Вот прям своим резким решением, и новая жизнь у вас начнется. Активная, энергетическая, наполненная. Вы просто чувствовать будете, что прет у вас вот эта энергия женская. Да, пробуждение постепенно идет. Пробуждение любви к себе прежде всего, ценности себя. Я самый ценный человек в этой вселенной для себя. И вы идете в свою стабильность. Я уж не знаю, там с другим мужчиной, возможно, этот одумается, подумает. Вообще, вот обрыв энергетических связей работает как вызов, даже круче вызова. Но, девочки, мы не должны это делать просто потому, что нам интересно, а что вот он там. Нет, если вы хотите освободиться от этого человека, освободиться от этой связи прежде всего, да, вы, возможно, его еще любите, да, просто вам нужно освободиться для новых свершений, для самоценности себя, чтобы вы начали двигаться в материи, а не он богатеть на вашем ресурсе. Да, вам нужно обнулиться. Знаете, как еще информация идет? Возможно, этот человек, мужчина, захочет с вами построить стабильный союз с нуля, как будто вы только познакомились. Но вы уже научены горьким опытом, уже не приемлете никаких качелей-каруселей. Вам только по любви. Так, состояние ожидания. Нет, вам нужно прекратить ждать его, положить на это 10 мечей. Прекратить ожидать его, этого человека. От него действий каких-то. Сама должна развиваться в 9 пентаклей. То есть я женщина просто с большой буквы. Я мега сексуальная, я притягательная. У вас кармическая завязка с этим человеком. Так, маг, кто у нас? Мужчина? Нет, приходит высший суд. Высший суд приходит, когда ангелы-хранители, когда ваши хранители, проводники, Творец приходит и на все это накладывает высший суд. Все. Вам нужно перевоплотиться в мага своей судьбы. Маг – это человек воли, женщина с волей, которая будет, да, вам нужно свое сердце исцелять, разбитое, и уходить от разбитого сердца, от состояния печали, горя, разочарования, от состояния войны бесконечной, доказывания ему. Да, потому что это прошлый ваш партнер. Да, возможно, с ним было хорошо, это, может быть, была и семья, но у вас война с этим человеком даже на ментале происходит все равно. Вам нужно сейчас открывать для себя новые берега, и своего императора вы получаете тогда, где вы любимая женщина, одна и единственная, на долгие-долгие года, где исцеляется это вообще, в принципе, связь. Так, это борьба с кем? Вы просто меняете сейчас свою судьбу. С борьбы, с конфликтов вы меняете ее на колесо судьбы, то есть проворачиваете в новое русло и очень быстро причем. К влюбленным идете к чему? По справедливости вы идете к настоящей, чистой, проявленной любви. Вот так. Давайте дальше посмотрим, что происходит с мужчиной, когда он на вашей энергии. Питается, как бы. Даже если вы с ним не общаетесь, но вы питаете, вы думаете о нем, вы мечтаете о нем, вы фантазируете о нем, и все. И слив вашего ресурса идет прямо откачка. Что с ним происходит, с мужчиной?
Он все равно в расцвет идет, вы знаете, девочки? Да, вы на расстоянии, но он идет в процветание. У него расцвет жизни, процветание. Так. Что говорится там? Бывший ваш, скорее всего, бывший. Да, бывший. Прям бывший такой, который был постоянным для вас. Долго вы с ним. Долгие качели были, карусели эти. Любовь была, конечно. Но вы сейчас охладели к нему, потому что ну невозможно, сколько можно. Он стабильным становится, он в материи процветает, у него движение происходит. Кайфует он от вас. От вашего ресурса у него кайф. Знаете, как это напитка женской энергии прям идет и разбивает вам сердце. Конфликтует с вами, воюет. А почему? Девочки, либо вы постоянная, ну, либо вы жена, либо у него есть жена. В общем, нужно смерти этому этапу все равно. Да, треугольники. У многих треугольники, после которых вы болеете. Вы на привязи как будто у этого мужчины. Но знаете, на самом деле все меняется, как сказать. То он на привязи, то вы на привязи. Но все равно по нижним чакрам это все идет, привязка. Треугольники. Да, непроявленные отношения, непроявленная любовь, тайная любовь, мутная вода. Так, сейчас. У вас должна быть семья, но без обманов. Вот если обманы, если манипуляции, если тайные отношения, если треугольники, это заводит вас в безресурсное состояние и опять в кармический урок. Вы как будто не проходите этот кармический урок. Вы должны сейчас, девочки, пробудить в себе эту силу, внутреннюю силу. И вот тогда Боженька приходит, и что тогда происходит? У вас открываются все двери, вы идете вглубь себя сейчас, осознавая, для чего вам нужна была эта связь, почему вы ее так долго держались за нее, и вы уходите оттуда. Либо этот мужчина ушел, но главное то, что вы идете в обучение свое и разрушаете дьявола. Девочки, вы разрушаете дьявола, дьявольскую зависимость от человека. Вот так. Вот так. Давайте так, мы сейчас сделаем эту практику. Уже и так понятно, я все сказала. Кому непонятно, там у меня есть еще курсы вот эти по обрыву энергетических связей по каждой чакре. Прослушайте, если вам нужно. Вот. Надо чистить это дело все. Давайте так, практику проведем. У меня все 4 стихии, как обычно, потому что я как шаманка работаю, как целитель. У меня все энергии на меня работают сейчас. Налейте себе водички. Я вам дам время, налейте себе водички или поставьте на паузу, а я начну. Вы идете по берегу океана. Прибой, волны ласкают ваши ноги, ваши стопы. Теплое-теплое солнце греет вас. Вы в прекрасном летнем платье.
Вы выглядите так хорошо, вы так прекрасны. Вы прекраснейшая женщина на этой земле. Вы ресурсны, вы изобильны, вы полны любви, здоровья, красоты и энергии. В вас так много сокрыто тайн, творческого потенциала, способностей и талантов. И вы это ощущаете в себе, этот световой код внутри вас. Вы идете по этому берегу, любуетесь на пейзаж, находите место, где вам наиболее комфортно сейчас будет сесть, садитесь на песок, на горячий песок. В округе нету ни одного человека, вы одна. Вы сейчас напитываетесь всеми энергиями, всеми стихиями, и вы вызываете того человека по имени, с которым вы хотите обрывать энергетическую связь, с кем вы хотите гармонично завершить эту откачку энергии, завершить эти отношения, тянущие из вас ресурс. На самом деле, девушки, чистить нужно всегда, даже если вы в прекрасном партнерстве с мужчиной. Вот эту дьявольскую зависимость от него вам нужно чистить, даже если вы любите его, а он любит вас. Тем самым вы весь ресурс все равно возвращаете себе энергетически, и вы начинаете в материи двигаться сама, и он начинает двигаться на своем энергетическом ресурсе. Он начинает вам давать больше, больше и больше, потому что он чувствует, что нужно стараться вообще-то, чтобы с такой женщиной быть рядом. Итак, вы вдыхаете. Вы вызываете этого человека по имени. И вы видите, как вдали к вам приближается его силуэт. Как он выглядит? Возможно, он выглядит так же, как при вашей первой встрече. А может быть, совсем иначе. Посмотрите внимательно. Он приближается к вам все ближе и ближе. И вы приглашаете его сесть рядом с собой на этот теплый песок. И сейчас вы говорите с этим человеком, говорите с его душой обо всем, о том, что вас волнует, о том, что вы чувствуете, чувствовали ли в каких-то ситуациях, и что вы хотите освободиться, вы хотите пойти в новое, вы хотите обрести свое счастье, женское счастье и любовь настоящую, чистую, проявленную. Вы можете сказать ему о том, что вы не можете ждать его годами. Вы не можете позволить себе в своей душе прозябать в то время, как он процветает и вообще не задумывается о том, каково вам.
на самом деле вы сами позволили этому человеку так поступать с вами. Но вы все равно высказываете все этому человеку, абсолютно все, что накипело. Свеча трещит наша. Это чистится ваше пространство. Да. Дальше вы встаете. И он встает тоже. Вы смотрите друг другу в глаза. Только в глаза. Вы видите, как в вашей руке оказывается меч с острейшим лезвием. Теперь вы видите этого человека в световом спектре. Вы видите эти энергетические каналы, нити, канаты, трубы, возможно, по которым шла ваша любовь, ваша энергия женская к нему. И в каких местах особенно. Обратите внимание на свою шею. Нет ли там ярма, либо удавки какой-то. Посмотрите внимательно на свою пятую чакру, на свою шею, и как от этой чакры идут энергетические нити к нему, где ваша пятая чакра, Вишудха, заблокирована, связана. Вы как будто на поводке, в ошейнике, понимаете, вы не можете сказать слово, вы не можете проявить свой гнев, когда хочется рвать и метать. Вы все это пытаетесь загладить, либо все это заталкиваете так глубоко внутрь, что вылезает это потом вместе с болезнями, першением в горле, бесконечными простудами. Даже когда у вас отнимается голос, это говорит о том, что у вас заблокирована эта чакра. Если заблокирована пятая чакра, то вы, в принципе, боитесь своего голоса, вы боитесь проявляться в этот мир и говорить, смело говорить людям о своей позиции. Неважно, каким людям, любым. Заблокирована пятая чакра, коммуникации нормальной нет, адекватной коммуникации с людьми. Вам можно сказать все, что угодно, вы будете молчать. Сейчас мы это все будем убирать с вас, счищать. Вы поднимаете этот меч и как по маслу разрываете, разрубаете, разрезаете все эти энергетические, световые каналы, канаты между вами. Обратите внимание на свой сексуальный центр, на центр воли, вторая, третья чакра. Там наиболее огромные связки вот этих нитей, где шурует ваша энергия к нему потоком. Разрубайте. Посмотрите внимательно, не осталось ли этих связей, этих нитей на руках, на ладонных чакрах, здесь. На ногах ваших,
когда вы не можете двигаться в материи, потому что вы вечно ждете от него каких-то действий, либо сатисфакции, либо того, чтобы он признал: да, я сделал тебе больно, либо признал, что я люблю тебя, но почему же ты не действуешь? Вот в таком контексте. Девочки, даже если вы возвращаетесь постоянными мыслями к своей первой любви, чистите это. И вы разрубаете все эти кармические узлы, завязки. Вы говорите этому человеку: прости меня за мои негативные чувства к тебе, за эмоции гнева, за обиду, за печаль, за разочарование и претензии, которые я предъявляла к тебе мысленно, либо вслух. Прости меня за мои ожидания от тебя поступков и действий, которые бы я хотела получить от тебя. Прости меня за то, что я ждала так долго от тебя действий, хотя должна была решать свою жизнь сама, не навешивая на другого человека проекции и ожидания от того, что он должен что-то совершить. Нет, это вы должны совершать. Каждый день свой выбор, каждый день в свой рост души, каждый день в свой свет и в любовь. Ты мне ничего не должен. Я отпускаю тебя. Я благодарю тебя за эту любовь, за наше общение, за ту энергию, которая была между нами. Я благодарю тебя за то, что ты был в моей жизни. Я благодарю тебя за все те уроки, которые ты преподал мне, чтобы я, наконец, повернулась к себе лицом и рассмотрела свою ценность и обрела свою ценность внутри. Я благодарю тебя за это. Я тебя отпускаю. Ты свободен. Я свободна, я исцелена, я счастлива. Вы улыбаетесь этому человеку и видите, как он улыбается вам. Вы можете даже обнять его. Вы видите, как поток белого света, божественный поток из космоса омывает ваши тела, и вы находитесь в этой единой сфере с ним, с этим мужчиной. Вы благодарите его за все уроки, за всю любовь, за все-все-все, за что хотите поблагодарить этого человека, за детей, возможно. И вы отпускаете его. С благодарностью в сердце отпускаете его. Плачьте, если вам хочется, плачьте, девочки. Но вы отпускаете его в свою жизнь, а вы сами идете в свою жизнь. Наконец, когда вы обнялись, вы прощаетесь с ним. Я тебя отпускаю, ты свободен. И вы видите, как этот человек уходит от вас, растворяясь в пространстве. Все дальше и дальше. А вы стоите одна на этом берегу океана. Ваши волосы колышет бриз. И вам так хорошо, потому что вы свободны. Вы чувствуете эту любовь внутри вас. Это счастье и это исцеление.
Вы улыбаетесь солнцу, вы улыбаетесь ветру, воде и земле, всем стихиям. Даже можете потанцевать, покружиться от счастья. И теперь вы вступаете на новую жизнь, в новый золотой путь, в ваш путь, где вас ждет истинная, счастливая любовь, где есть этот человек, который будет любить вас на всех уровнях бытия, которого будете любить вы. Вы идете в свою любовь. Прежде всего, это любовь к себе. У вас самих должна быть эта энергия любви и наполненности счастьем и радостью. Феерично. На самом деле прошла чистка. Ох. Вот видите? Девочки, мои чистки все работают. Мы сейчас разорвали с вами вот этот ваш плен. Причем стекло отлетело. Это подсвечник, это не просто стакан. Вот так. Вот так это работает. Почистили, да, канал? Давайте посмотрим, что вас ждет после этой практики. Что вас ждет, девочки? Вы пойдете в свой путь, будете вести за собой людей, свои проекты делать сама. Вы лидер, вы победительница, вы идете. Вы идете. Свободная, счастливая. Если мужчины будут это смотреть, просто переворачивайте на себя. На самом деле все энергетические связи нужно чистить. И мужчинам, и женщинам. Поэтому. Дальше. Вы примите этот мир таким, какой он есть. Примите этот опыт в вас, а не будете бороться, бесконечно продавливая пространство, прогибая его для того, чтобы добиться своих целей. Нет, вы примите это. Это тотальная сдача Творцу. Я сдаюсь, Творец, в этой ситуации. Вы пробудите в себе потенциал, творческий потенциал, энергетический потенциал, встретитесь со своим бессознательным. Вообще эта работа идет на бессознательном уровне. Карты работают с подсознанием, либо с бессознательным даже. И очищение будет происходить на всех уровнях ваших тонких тел, на всех уровнях. Вы переживете это, девочки. Немножечко кто-то поболеет, кто-то пострадает, но буквально это немножко по времени. То есть не залипайте в страданиях. Вы переживете это, и ваши придут новые решения, новые начинания. Вы как будто пробудите в себе вот этот фундамент, встречу с Великой Матерью, с Землей. Вы обретете энергетическую целостность, и так как вы уже исцелены от этой травмы, вы почувствуете чувства других людей, будете чувствовать свои чувства, и вы будете в целостном состоянии, наполненные, понимаете? Вы будете понимать, что все люди, которые встречаются вам на пути, это всего лишь ваши зеркала, которые вам встретились для уроков, для того, чтобы показать вам, как вы к себе относитесь на самом деле. Гармонию, баланс обретете. Вам придет
послание от высших сил, через сны, возможно, через знаки Вселенной. Энергию вы пробудите в себе и дыхание космоса в вас. Будете плыть по течению, не прогибая пространство, не вмешиваясь в планы Вселенной. Вот так. Давайте, знаете, как еще сделаем? Я хочу посмотреть, как вы поймете, что практика сработала. Какую нам информацию хотят сказать? Вот то, что у меня стекла летают, разбиваются подсвечники, это, девочки, это сильно. Девочки, мальчики, это сильно. Давайте посмотрим, может быть, еще предки вашего рода выйдут, что они вам скажут. Как вы поймете, что практика сработала? У меня арома свеча, она чудесно пахнет. Называется ангел, ангельские крылья. У вас крылья наконец появятся, девчата. Крылья появятся у людей. Девочки, это фундаментально. Сейчас распакуем. Такое женское начало у вас пробудится. Так. После состояния, когда вы были с закрытыми глазами, вы обретете свой дом метафорически либо физически. Вы найдете то место, где вам хорошо. У вас будет расцвет жизни, обучение новому, и вы пробудите в себе женское начало. Вы почувствуете это, свою внутреннюю женщину. Мужчина, вот вышел мужчина, будет в вашу сторону смотреть, он будет отшельником. Так, дальше что? Ух, 2 короля дисков, безмятежность. Так, ваш дом энергетический оберегается высшими силами. Физически ваш дом, ваш храм, тело оберегается высшими силами, вас как будто стопы вам омывают. И у вас, смотрите, из отшельника, из состояния, вот он бывший, вот он отшельник, к вам проявляется, либо этот мужчина трансформируется, и он станет вашим постоянным партнером, то есть он дорастет до того, чтобы стать вашим королем пентаклей. Видите, король пентаклей тут и тут. И абсолютно все люди, которые посмотрят этот ритуал, эту практику, вы из состояния стагнации, болезни, и когда как будто на вас положили кирпич, то есть вы не можете двигаться, да, стена, вы начинаете новую жизнь, активную, творческую, проявленную жизнь с энергией, просто вагон энергии будет у вас. Через вот эту помощь. Я вам даю сейчас эту помощь, вы ее получаете, и вы обретаете эту целостность внутри. Повторю, чиститься нужно и мужчинам, и женщинам. Но особенно, конечно, девушкам нужно чистить это все дело. Давайте, знаете, я что хочу посмотреть, буквально немножечко. Гляну, что с мужчиной это будет происходить. Вот вы оборвали эти связи. Что там будет? Давайте смотреть. Конфликт внутри будет. Сейчас.
Ага, по справедливости что? Он захочет семьи, этот человек. Выбор идет в сторону по справедливости, пробуждение его как человека. Так, и что? Ну и вообще-то он в духовный рост пойдет, этот человек. Вне зависимости от того, вы сейчас вообще не привязываетесь к любым ожиданиям. Оставляйте все ожидания. Вы не ждите от этого человека никаких действий. Но, колесница тут с осознанностью приедет к вам. Смерть чему? Если у вас была стагнация в отношениях, например, вы два человека, которые любите друг друга, смерть стагнации, смерть вот этому, знаете, периоду, когда ни о чем. Из пустого в порожнее, когда разочарование было. Борьба какая-то. И заканчивается борьба ваша. Когда отстаивали границы свои бесконечно. Заканчивается период тяжести, и вот когда груз тащили, как будто вину, груз прошлого, прошлые отношения. Вы знаете, когда... Видите, как энергии меняются мои, даже по картинке я смотрю. Когда прошлые отношения мы тянем, то есть этот опыт застрял в вас. Неудачный опыт тех отношений, например, брак неудачный, да? И вы новое не можете построить. Вы думаете, что вы забыли этого человека, уже все, вы разошлись, но на самом деле... В подсознании, там глубоко-глубоко внутри сидит вот эта обида, сидит вот это разочарование и сидит вот эта проекция, что новый человек точно так же будет поступать с вами, как и этот. Так, чего? Мужчина будет погружаться в воспоминания о вашем прошлом. Что ждать будет? По силе будет его тянуть к вам и обнулит, чтобы прийти к десятке пентаклей. Так, и к влюбленным, к семье по любви. Так, значит, сейчас не ждем от этого мужчины ничего. Вы его полностью отпустили. Вы не знаете, как он поступит. Это его жизнь, это его свободная воля. Поэтому вы идете в свою жизнь. У вас по судьбе счастливый союз с человеком, с мужчиной, истинно любящим вас на всех уровнях бытия. Вот так. Сейчас я хочу очистить вашу ауру своим сеансом. Вот смотрите, палочка тут. Сейчас следите только за палочкой. Глазками следите за палочкой. Следите за палочкой. Я сейчас вас напитываю любовью. Смотрите за палочкой. Смотрите
вашего сердца расширяется. Энергии становится все больше и больше для исцеления. Сейчас ваша энергия будет возвращаться к вам из любого источника, не обязательно от этого мужчины. Даже, скорее всего, не от этого мужчины. Из других источников вам будет открываться. Питайтесь этой энергией. Питайтесь этой энергией. Напитывайтесь этой любовью, спокойствием, гармонией. Гармония, спокойствие. Внутри. Давайте какой-то негатив произойдет. Ой, негатив я сейчас уберу. Даже если что-то там осталось, оно все уйдет с этим сеансом. Сделайте этот сеанс столько раз, сколько вам необходимо. Я очищаю полностью ваше поле, ваше пространство, вашу ауру, вашу ауру. Теперь я вас чищу. Чищу затылок, вашу аджна-чакру, вашу манту. Ваши ручки, чистим ручки ваши. Еще напитывайтесь. Пока всем. Всех вам благ и любви, чистой, проявленной и вечной любви вам.